Но вам не нравится мой ответ. Вы не хотите, чтобы мой ответ слышали ваши зрители. Вот в чем проблема. Вы затыкаете мне рот. Разве это свобода выражения собственного мнения? Или это свобода выражения собственного мнения по-американски? Почему вас так пугает оппозиция, господин президент? Кто вам сказал, что нас пугает оппозиция, или меня пугает оппозиция? Кто вам это сказал? Знаете, даже это смешно. Российский суд, простите, российский суд сейчас принял вне закона организацию, которая связана с господином Навальным, и вся несистемная оппозиция сейчас сталкивается с уголовными обвинениями, также журналисты. Многим дают статус иностранных агентов, и это вызывает, собственно, серьезный сбой в их деятельности. То есть инакомыслие в России больше не терпят. Это вы подаете это как инакомыслие и нетерпимость к инакомыслию в России. Мы на это смотрим совсем по-другому. Вы упомянули закон об иностранных агентах. Но это не наше изобретение. Это еще в 30-е годы закон об иностранных агентах был принят в США. И он гораздо более жесткий, чем у нас. Направлен в том числе на предотвращение вмешательства во внутриполитическую жизнь Соединенных Штатов. И в целом, в общем, я считаю, что направлен. Вы хотите, чтобы я отвечал? Вы хотите, чтобы я ответил? Президент, я просто... В Америке мы называем то, что вы сейчас делаете, знаете, а сами-то вы что? На себя посмотрите, да? Я сейчас посмотрю. Я сейчас посмотрю. Прямой вопрос задам, откровенный. Дайте мне ответить. Вы же мне задали вопрос, вам не нравится мой ответ, и вы меня сразу прерываете. Это некорректно. Значит, так вот, значит, в Америке давно принят этот закон. Он работает, и санкции гораздо жестче, чем у нас. Вплоть до лишения свободы и так далее. Говорите про Соединенные Штаты. Да, но я сейчас скажу. Я сейчас вернусь к нам, не беспокойтесь. Я не останусь только на площадке проблем Соединенных Штатов. Я сейчас вернусь. Я прокомментирую то, что у нас происходит. Значит... Я думал, что вы считаете, что страны не должны вмешиваться во внутренние дела других стран и комментировать не должны политику. Нет. А вы опять это делаете сейчас. Нет. Вы мне просто, если вы наберетесь терпения, дадите мне сказать до конца то, что я хочу сказать, вам все станет ясно. Но вам не нравится мой ответ. Вы не хотите, чтобы мой ответ слышали ваши зрители. Вот в чем проблема. Вы затыкаете мне рот. Разве это свобода выражения собственного мнения? Или это свобода выражения собственного мнения по-американски? Please answer. Thank you so much. Ну так вот, значит, в США был принят закон. Мы его приняли совсем недавно с целью защитить наше общество от вмешательства извне. Вот если в некоторых штатах иностранные наблюдатели приближаются к избирательному участку, прокурор говорит, только еще несколько метров ближе и посажу вас в тюрьму. Это нормально? Это демократия в современном мире. А в некоторых штатах так и это практика. У нас ничего подобного нет. Вот когда я говорю об этих законах, о невмешательстве или попытках вмешательства, что я имею в виду применительно к России? Вот многие структуры так называемого гражданского общества, говорю, почему так называемого, они финансируются за рубежа. Готовятся соответствующие программы действий. Активисты проходят подготовку за рубежом. И когда наши официальные структуры видят это, с целью предотвращения такого вмешательства в наши внутренние дела, мы принимаем соответствующие решения и законы. И они мягче, чем ваши. У нас есть такая пословица: нечего на зеркало пенять, если рожа кривая. Это к вам лично не имеет никакого отношения. Но если нам кто-то что-то ставит в вину, так, вы посмотритесь на себя. Вы видите, там себя в зеркале увидите, а не нас.
Здесь нет ничего необычного. Что касается политической деятельности и политической системы, она развивается. У нас 44 партии зарегистрированы. 34, по-моему. Сейчас 32 будет принимать участие в различных выборных процессах по всей стране в сентябре. Так? У нас оппозиция... Да. Есть несистемная оппозиция. Вы сказали о том, что кто-то задержан, кто-то находится в местах лишения свободы. Да, это тоже бывает. Упоминали некоторые фамилии. Да, я о них. Да, сейчас скажу. Значит, сейчас скажу. Я не пропущу ни одного вашего вопроса, не беспокойтесь. Значит, да, неважно. Алексей Навальный его зовут. Задам прямой вопрос. Вы приказали его убивать или нет? Значит, конечно, нет. У нас нет такой привычки кого-то убивать. Это первое. Второе. Значит, я хочу вас спросить. А вы приказали убить женщину, которая вошла в Конгресс и которую застрелил полицейский? А вы знаете, что у вас 450 человек арестованы после захода в Конгресс? И они пришли не для того, чтобы украсть там компьютер. Они пришли с политическими требованиями. 450 человек арестованы. Им грозит тюремное заключение от 15 до 25 лет. И они пришли с политическими требованиями. Разве это не преследование за политические взгляды? Некоторых обвиняют в заговоре с целью захвата власти. А некоторых вообще в грабеже обвиняют. Они пришли не грабить. Значит, люди, о которых вы упомянули, да, они осуждены за нарушение режима людей, которые осуждены были условно. Но дважды человека осуждали условно. По сути, это просто предупреждали, чтобы он не нарушал действующего в России законодательства. Нет, полное игнорирование требований закона. Но в конце концов суд вынес соответствующее решение, поменяв меру пресечения на содержание под стражей. Значит, таких вот я вам скажу, в год в России 1000, которые нарушают режим условного содержания, не отмечаются, игнорируют требования закона, 1000. И они не имеют никакого отношения к политической деятельности. А если кто-то прикрывается политической деятельностью для того, чтобы решать свои дела, в том числе коммерческие, то соответствующим образом нужно за это ответить. Прежде чем я перейду к следующей теме, опять же, что касается Алексея Навального, вы можете пообещать, что Алексей Навальный покинет тюрьму живым и здоровым? Послушайте, у нас такие решения принимает не президент. Такие решения принимает суд, освобождать и не освобождать. Что касается здоровья, то за всеми людьми, которые находятся в местах лишения свободы, соответствующим образом отвечает администрация того или другого заведения соответствующего. Так и есть далеко, наверное, не в самом лучшем состоянии находящиеся лечебные заведения в местах лишения свободы, в учреждениях подобного рода. Вот они и следят за этим. Я надеюсь, что должным образом, если по-честному сказать, я давно не был в местах подобного рода, когда-то в Петербурге был, меня произвело тяжелое впечатление, надо сказать, там, медицинские службы мест лишения свободы. Но за это время, надеюсь, кое-что сделано для того, чтобы ситуация улучшилась. Исхожу из того, что и к человеку, о котором вы упомянули, будет применяться такие же методы, не хуже, это совершенно точно можно сказать, чем ко всем другим лицам, находящимся в местах лишения свободы.